Но мы все уже зажрались, мы тупо по родственникам раздаем, а мы уже балованные, нам вкусы подавай, размер ягод подавай и все такое. В принципе, до морозов можно держать практически. Она давным-давно готова, но она висит хорошо. Плесень, ну это айдюм, похоже, пошел на зеленом побежке. Конопатела. Вот, где-то покрасивше, где-то по не очень красивше. Рядышком все это. Она тоже, кстати, уже готова, только буквально окрасилась, и по сахару она уже все. С ней все хорошо. Последняя гроздочка осталась. Дынька. Решил поэкспериментировать, посмотреть, насколько она, у нее мякоть испортится, так сказать. Всем привет. 8 сентября 2024 года, Минская область. Поснимал мешочки с Каталонии. Все хорошо было. Ну, припрятал на всякий случай, а то, смотрите, такой вот плесень, ну это айдюм, похоже, пошел на зеленом побежке. Обрабатывал монофосфатом, ну уже до 100 грамм дошел, наверное, потому что 80 грамм оно тоже хорошо прижигает все, но решил чуть-чуть дозу увеличить. А здесь в мешочках все было, вон они валяются. Туда не попадал монофосфат, но немножечко там скопилось все-таки болезни. Но не критично, я его уже все равно снимаю, потому что он уже давным-давно, ну не давным-давно, неделю назад уже был готов. Вот сейчас все это снимаю. Не все, ставлю пару штучек, еще так побаловаться, растянуть немножко себе удовольствие. Сделаю себе такую нарезочку, тарелочку сорти всяких сортов. Осталось совсем уже немного. Так, просили показать, что типа забыл совсем про лору. Вот смотрите, лора. Лора конопатая, с загаром. Притенен все, но все равно она немножечко так вот подконопатела. Вот, где-то покрасивше, где-то по не очень красивше. Рядышком все это самба висит. Она тоже, кстати, уже готова, только буквально окрасилась, и по сахару она уже все, с ней все хорошо. Лора тоже можно снимать, ну, как бы есть что кушать, она еще повисит. Там, кстати, совсем в тени лора посимпатичнее выглядит. Да, ее надо все-таки притенять, чтобы не было вот этого загара. Загар портит немножко товарный вид, но на вкусе это никак не отражается. И вот дальше сам, посмотрите, красивенько так висит. Композиция такая. Да, я не заметил, второй побежек, видимо, был. Да, раз-два проморгал. Он в листьях был. Вот этот самый нижний надо было ставить. Ну ничего, все вытянуло, все хорошо. Последняя гроздочка осталась. Дынька. Решил поэкспериментировать, посмотреть, насколько она, у нее мякоть испортится, так сказать, или нет. Не испортилась. Мякоть хорошая. Были предположения, что будет как у дыньки, такая каша внутри. Нет, не каша, а мякоть примерно такая и осталась. Она немножко мягковатенькая, немножко такой воздушный, как будто пузырек внутри, как будто лопается. Ну, прикольный, нормальный, но на вкус очень хороший. Мне очень нравятся вкусные ягоды. Просто шикарные. Последняя гроздочка, в общем, я уже снимаю, мучить не буду, потому что, ну, уже он слишком много перевисел. Ну, рядом Нельсон, который плохо опылился. Это все молодые кустики у меня. Они плохо, ну, дынька только хорошо опылилась. Нельсон как-то не понравилось мне, как он опылился. Я знаю, что он, в принципе, неплохие кондиции выдает, но у меня вот как-то так. Поэтому, ну, я думаю, он подрастет, разгонится, и будет у него все хорошо. Я думаю, он еще покажет свое. Вот тут дальше еще гроздочка лоры. Смотрите, какая большая. Хотя вот видите, где тень, там в принципе тоже какие-то конопухи, ну не знаю. А где солнышко попадает, там, конечно, поужаснее. Юпитер тоже уже готов. Терпкость почти ушла, но еще чуть-чуть, наверное. Хочу из него изюм, наверное, сделать. Не буду его ни продавать, ни раздавать. Буду изюмчик делать. Чуть-чуть, совсем 342 уже осталось. Его очень соседи любят. Я им пораздавал. Вот. Ну вот пошел Юпитер и Мускат Блау. Мускат Блау пока не знаю, что с него делать. Для вина маловато. Ну, может, на компоты какие-нибудь пойдет. Посмотрю. А может, и так сидим, потому что он вкусный так сам по себе. Правда, кожа не жуется, кости, все такое. Но на вкус интересный. Скорее всего,
на компоты пойдет. Красава я уже показывал, сигналочки есть. Зараза болеет все-таки милдью, хотя в этом году многие подхватили милдью. Ну вот такой вот. Я попробовал, в принципе, сахарочки есть уже, но чуть-чуть еще кислота, ну пускай повисит, поболтается. Есть не просит, тут 2 гроздочки маленькие. Лоза вызревает, поэтому проблем с ним не вижу. Как бы разгружать нет особо смысла. Аладдин ждал, не дождался я муската. Нет у него муската, хоть ты тресни. Когда пробовал на выставке, был приятненький мускат, поэтому я захотел его посадить. Но почему-то не набирает. И в комментариях писали, что тоже не хочет он набирать. Рядом Атос. Атос маленькие гроздочки навыдавал. Что мне не нравится у Атоса, у него терпкость. Ну, такая легенькая. Это, наверное, сортовая терпкость все-таки есть. Небольшие гроздочки, кустик молодой. Тоже что-то, то ли его там где-то что-то подморозило почки, то ли что. Слабые какие-то выдал гроздочки. Я знаю, у него грозди нормальные должны быть. Поэтому будем смотреть. Гелиос или Аркадия розовая. Ну, экспериментальный такой у меня вариант. В общем, он довольно поздний для моего региона. Ну, начал окрашиваться. Я попробовал красную ягодку. В принципе, более-менее уже сахарок есть, кислоты мало. Пускай повисит, посмотрим, что он выдаст. Потому что должен быть мускат. Обещали мне, что будет мускат. Вот у меня там 4 гроздочки сигнальные. Только-только вот в этом году заплодоносил. Хотя ему уже довольно прилично лет. Не хотел расти. И вот только сейчас он его прорвало, так сказать. Память у учителя. Вкусный, хороший, сочный. Что-то мне... Он, кстати, уже заизюмливается. Он уже давно готов. Ну вот, не знаю, снимать, не снимать. Просто хватает чего поесть. Поэтому думаю, ну, пускай повисит еще. Может, еще сахара наберет. Может... Но у него, кстати, такой приятный вкус. Никаких изысков, просто приятный вкусный виноград. Даже не знаю, как описать. И смотрите, что приключилось с моей примой Украины. Она уже в изюм превращается. Оставил несколько гроздей. Будем просто по чуть-чуть растягивать удовольствие. В общем, вот такие вот она. Но надо снимать, потому что сейчас изюм будет. Мешочки надо было бы вообще не одевать. В этом году, кстати, осы вроде и были, но что-то они ничего не ели. Голодают. Неинтересно им виноград, наверное, хватало и так всего покушать. Аркашка вся готова, мускат есть. Все, ее можно снимать уже. Будем тоже растягивать немножко удовольствия, потому что все ее сразу не съешь. Ну, кое-что пойдет под заказ. Но я себе ее в любом случае оставляю. Мне она нравится. Самый вкусный для меня сорт. Надежда ранее, она, кстати, долго висит и не портится особо. Поэтому я ее, в принципе, до морозов можно держать практически. Она давным-давно готова, но она висит хорошо. Хранится. Тут буквально, в принципе, пару плюгаеньких гроздочек осталось. И так, по чуть-чуть поклевываем ее. Алешку, честно говоря, у меня никто не ест. Он, в принципе, вкусный, приятный, но мы все уже зажрались. Мы тупо по родственникам раздаем. Потому что для них это вообще роскошь. А мы уже балованные, нам вкусы подавай, размер ягод подавай и все такое. Тоже буквально там 4-5 гроздей осталось. И тоже болезни, зараза. Ну вот, обработал, оно немножко так. Прям видно, что лист ожил. Все, народ, подписываемся на канал, пишем комментарии, не забываем. Делимся опытом, своими впечатлениями. Все, всем удачи, пока.